Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы на канале Банкноты и монеты. Сегодняшнее видео будет посвящено фальшивке в $50. Устраивайтесь поудобнее. Поехали! Сегодня у нас на обзоре $50. В этой банкноте очень интересная история. И давайте, я думаю, знаете как, включим макросъемку. Я включу макросъемку, буду вам показывать, где что как переделано. И заодно расскажу вам историю этой банкноты. А попала эта банкнота ко мне в 95-м, если я не ошибаюсь, году. Есть в Одессе такой рынок «7-й километр». Так вот, в 90-х годах на 7-м километре работало 90% жителей города Одессы и Одесской области. В то время в Украине другой работы не было, и все торговали. Были также на рынке такие люди, которые занимались обменом валют, как и везде. Кто не знает, то в Одессе на 7-м километре этим занимались лица вьетнамской национальности. Это те, кто когда-то в Советский Союз переселялись, приезжали студенты с Вьетнама, они оставались, жили, пускали корни. В общем, это уже по факту были украинцы, даже по месту своего рождения, скажем так. Потому что многие из них были молодые, моего возраста, там 15-16 лет. Вот. И, естественно, там, где есть, ну, как скажем, не то что легальный, нелегальный рынок, там, где есть услуга, есть сервис, настоящий сервис, естественно, там есть и мошенничество, и обман. Одним из видов обмана, естественно, был в сфере обмена валюты. На тот момент это были, в начале 90-х это были Deutschmark и доллары США. И стояли люди, то есть на столах стояли люди, кто торговали, продавали товар свой, которые более крутые, а остальные на газетке на полу стояли, продавали. Вот. И были такие ребята, которые ставили таблички с нарисованным значком доллара. И люди подходили, интересовались, спрашивали, а почем вы доллар покупаете? И по результату этого обмена продавец доллара, в общем, оставался и без доллара, и без рублей, и без купонов, ну, украинских на тот момент купоны карбованцы, и без ничего. Называли таких людей ломщиками от того, что они умело в руках переламывали купюры и что-то там давали, не додавали. Ну, в общем, отсюда и пошло выражение «заломить» или «ломщик», как профессия. Вот. Но была элита, элита даже в сфере этого мошенничества. Это те, кто не ломали, то есть они были настолько профессионалы, что они, значит, и покупали валюту, но когда продавали ее, то продавали в том числе, подкладывали фальшивые банкноты. И уже вот этот тип мошенничества, он был направлен на тех, кто покупал у них валюту. То есть обычных торгашей с этого 7-го километра. И здесь была ставка на что? На то, что, конечно же, были постоянные те, кто торговали на 7-м километре. У них были постоянные торговые места, точки, все. А были такие, кто приезжал временно. Например, приезжали очень много с Хмельницка, с Харькова, с западной части Украины, с восточной части Украины, поскольку Одесса портовый город, естественно, все основные поставки товара с Китая, с Арабских Эмират, с Турции, все шло сначала на Одессу. И вы спросите, ну хорошо, они продавали, причем тут доллары? Я вам объясню. Курс на тот момент купона карбованцев, это валюта Украины, он мог меняться в течение получаса и 10 минут, а не там суток, недель или месяцев.
была страшная, при Кравчуке была, это президент Украины, была страшная гиперинфляция. То есть на тот момент все, экономики не было, все резалось, продавалось. Вот в то же время и ядерное оружие было за 2 тарелки супа отдано России, за что сейчас, естественно, мы теперь отхватываем этот суп большой ложкой. И инфляция была сумасшедшая, поэтому я помню прекрасно, когда, например, вот мы стояли там с папой, с мамой, торговали, ага, наторговал $100, ну, купонов на эти деньги. Так, надо искать валютчика, надо покупать. То есть сразу, не там, что когда закончится торговый день, и потом ты пойдешь купишь, нет. Вот там сколько, на $50, на $100 наторговал, надо ловить валютчика. Почем, почем? Вот. И также и эти люди, которые приезжали, они также, например, вот он расторговывался, и он не будет в Харьков везти купоны. Он пока в этот Харьков или Хмельницкий доедет, то у него по курсу может там и переполовиниться, и перетроиться эта сумма, и человек просто потеряет. Вот. Поэтому они тоже искали валютчиков. Естественно, у постоянных, скажем так, да не то что работников, жителей рынка 7 километра, люди жили там. Для тех, кто имеет представление, скажем, по Москве, чтобы вам было понятно, это Черкизон. Только Черкизон появился намного позже. 7 километр он появился в 91 году официально. А сами вот эти движения, толкучка в Одессе, она начиналась со Староконного рынка, потом рынок Малиновский, одесситы знают, который превратился уже позже в мебельный. Он изначально тоже был как толкучка. Поэтому, ну, вот этот вот такой Черкизон. И, естественно, появилась у мошенников появилась возможность спуливать вот такие вот поддельные доллары. Это самый-самый обалденный экземпляр, который мне достался. И я его так и храню с начала 90-х годов. Вот, 93-го года сама банкнота, видите? Напишите в комментариях, с какой банкноты это переделано. Потому что банкнота оригинальная. Если мы знали раньше, вот это, значит, название США выпуклое, оно выпуклое. Потом мы знали, здесь должно быть выпуклое, оно тоже на ощупь такое шершавенькое. Потом вот эти места, вот эти, вот эти, вот эти. Естественно, оно все шершавое. Воротник надо потереть, а там шершавый, тоже шершавый. Я думаю, уже все догадались, с какой банкноты это сделано. Тем не менее, я попрошу вас написать в комментарии. Это необходимо для алгоритмов YouTube. Я вам буду очень-очень признателен. Вот. Как вы видите, аккуратненько портрет вклеен. За сколько лет он не сдвинулся, не стерся. То есть здесь нарисовано, отчасти нарисовано и потом обработано еще клеем. И вот оно за сколько лет, оно все осталось. Видите? Это не просто какая-то налепка бумажка или там ксерокс чего-то. Это оригинальная копия. Те машинки предыдущие, банковские, такие огромные, на пол стола, они абсолютно ее идентифицировали как настоящую купюру, потому что по этим они считали просто количество, и там сила прижимного ролика, который двигает бумагу. Если бумага не соответственно вот этого банковскому стандарту, например, банкноты, да, то ролик, он либо коснется и бумага сожмется, либо ролик просто проскользит, он ее не сможет зацепить, и под тяжестью она не сможет, ну, перелистнуть следующее. А здесь же оригинал, понимаете, вот. И поэтому она везде проходила. И определить ее можно было абсолютно легко и просто для человека, который хорошо понимал в иностранной валюте, в частности в долларах.
взяв ее в руки, ты сразу определяешь. Но давайте не забывать самое главное. Я вам рассказываю про 94-95 год, когда люди каждый день не видели доллары. Я вам больше скажу, 50 долларов люди вообще не видели. Скажу, винить кого-то, кто мог попасться на эту бумажку. А достались мне эти 50 долларов следующим образом, я расскажу. Была такая устная договоренность о том, что чтобы у тебя не воровали товар с-под стола, и чтобы у тебя тупо просто не приходил рэкет и тебя не отбирал. Эти ребята без твоего разрешения просто приходили, ставили своего человека с такой табличкой «Куплю доллары» или «Продам доллары», а ты как бы не возмущался. Почему ты возмущался бы? Объясняю, потому что эти ребята, когда обманывали на покупке или продаже, они тут же сзади ныряли под развешенный товар, выскакивали с той стороны у других лотков, и человек ложился на твой товар там руками или что, и начинал истерически кричать: обманули, забрали, а ты по факту же ни при чем. Ты вообще не имеешь никакого к ним отношения. И получалось, что все проблемы, да, они носили временный характер, естественно, ни за что там никто не отвечал и никого никуда не сажали. Понятно, что вся милиция, все знали, кто и что это делает. Но сам факт, что у тебя мог быть сорван день, либо, например, человек просто сгребал весь товар у тебя со стола, забирал и говорил: все, это типа мое, потому что меня обокрали. То есть у тебя могли быть проблемы. Соответственно, многие владельцы торговых павильонов не очень были согласны с тем, чтобы у них ставили вот такого человека на кидок, на обман валюты. Вот. И вот это 50 долларов, они были в пачке с 10 банкнот, которые продали человеку, и человек начал считать. И потом такой раз кинулся, типа, вот, она фальшивая, туда-сюда, давай ею размахивать. А этого обменщика, продавца валюты, его уже и след простыл. И он начал ею махать, бросил ее на стол, побежал за этим человеком. Вот, я ее как бы нашел. Он ее потерял, а я ее нашел. Вот такая интересная история из жизни. И я эту банкноту, естественно, не продаю. Я ее держу до сих пор. Она у меня находится в коллекции. Вот такой крутой фальшак. И я думаю, по моей оценке, что цена даже этих фальшивых 50 долларов, она намного кратно выше номинала не то что банкноты, на которой сделано, но и самого, скажем, фальшивого номинала. Потому что это уже произведение искусства, это не просто доллары США. С вами был канал Банкноты и Монеты. Подписывайтесь, пожалуйста, комментируйте, включите колокольчик. И до следующих видео, спойлер, пробежимся, что у нас по банкнотам Польши. Всего доброго, до свидания.